Это канал Coverover, с вами Влад, и начинаем новый проект от МКАДа до МКАДа. Название говорит само за себя. В пешем режиме движемся через всю Москву. Как и в серии в область пешком, что не пройдем сразу, пройдем в несколько частей. Начнем с пересечения Москвы от Медведкова до Теплого Стана. Пока говорил, дошел до сквера по Аланецкому проезду. Вон там чайки. Дальше, по-моему, будет парк Яуза, а потом парк Свиблова. Биоплато. Сильно звучит. Мы уже миновали Серафимовскую церковь в Раеве. Далее пересечем проезд Дежнева, это уже будет парк Яуза, и Полярную улицу, соответственно, парк Свиблова. Музей колоколов и Троицкую церковь в усадьбе Свиблова пройдем мимо, они останутся по левую руку. Далее через мост Подворье выйдем на Сельскохозяйственную улицу. Таким образом мы пройдем отрезок реки Яуза длиной 6 километров. Вообще прикольно вот это из дерева. Указатели. Стадион Свиблова, куда я иду, а Певческое поле там сзади, на той стороне, я по карте смотрел. Да, интересное место такое. Какой тростник высоченный. Да, классно тут. Но мостов на ту сторону нет. Есть такие вот только помостики. Вообще под ноги надо смотреть, кое-где доски приподняты. Если рассматривать долину реки Яуза от МКАД до Ботанического сада как один парк, то окажется, что это самый длинный парк столицы. Дальше Яуза петляет по восточной части города и, наконец, впадает в Москву-реку. Надеюсь, мы дойдем до этого места, но в этой части нашего путешествия мы пройдем вдоль Яузы только от сквера по Аланецкому проезду до пересечения с проездом Серебрякова, недалеко от Ботанического сада. Дорожка потом вернется с той стороны сюда. Сейчас пройдем под Полярной улицей. Хорошо, что это не борщевик. Главное, с направлением не ошибиться. Не ошибусь, солнышко. Если слепит, значит направление правильно. Дерево сменилось на асфальт. Реконструкция поймы реки Яуза еще продолжается. Когда она закончится, в столице будет сплошной маршрут от МКАД до Лосиного острова. Там где-то дальше будет Яузская плотина. Забор я вижу. Замечательный маршрут, пруд. Мост Яузская плотина туда. Ну, пошли туда. Сейчас смахивает на пейнтбольный клуб, футбол. Здоровое поле. Что-то был возглас смотреть под ноги. Вряд ли был ко мне обращен, но я тоже посмотрю под... вон там дыра какая. Стрёмненько. Лететь можно так. Мостик. Где уровень выше-то? Там выше. А там ниже. Ой-ой-ой. Да, не клязьма. Переходить не буду на ту сторону. Ой, а что это такое? Что это такое? Пойдем посмотрим. Ой, кошмар. Дайте дальше пройдем, может табличка где есть. В общем, автор той скульптуры Николай Полиский. А как она называется, не знаю, но она действительно его. Напоминаю, вы смотрите то видео, которое снято в июне, в конце июня. Наверх мостик. Наверное, по нему вот можно уйти к Свиблову. Кстати, мы идем по парку Свиблова. Парк Яуза давно кончился. Это интересный объект, бывший железнодорожный мост. Ветки Бескудникова-Лосиноостровская. Последний состав прошел по нему в 1987 году. Сейчас он стал пешеходным мостом. Перевернутый. Сейчас фотку тоже сделаю. Что-то я про него читал. Пойду туда. Это просто к речке. Так вот. Там на карте много сейчас чего обозначено, и, наверное, дойдем сейчас быстро. Некое место под названием Храм Воздуха. Потом дальше там будет Троицкая церковь. Где-то в тех же краях Свибловские пруды. Там уточки с утятками на солнышке чистятся. Кафе какое-то. Вот тоже кормят уточек. Судя по карте, это и есть Храм Воздуха.
Ладно. Я туда не пойду. Боюсь, просто не дойду потом. Какой-то родничок. Что-то там, мне показалось, только напитки. Отклоняюсь, надо заправку. Два слова про суть проекта. Это сама дорога, путь от точки к точке. Это не обзор достопримечательностей. Если бы я делал обзор достопримечательностей, интересных мест в Москве на протяжении 10 километров, например, то видео заняло бы несколько часов как минимум, да и задачи такой нет. Но все-таки периодически я отступаю от этого правила и останавливаюсь на встречающихся интересных объектах. Жар птицы я поел. Пицца была с колбасой и пирожок с малиной. Довольно здоровый. Кофе растворим. Сейчас загоню с руки, какой дрянь покусает. Итого 190 рублей. О, какой мостик. Помню, как-то по-другому подумался. А вот скамеечка. Сейчас там присяду, заодно отдохну немножко. Если я там не запутался, то надо будет выходить уже правее к ботаническому саду. Не к метро ботанический сад, оно левее, а правее к самому саду. И церковь, и музей колоколов там наверху. Но я туда уже не подымусь. А там вот птичка вот эта коричневая. Я теперь знаю, как она называется. Агарь. Это один из прудов. Их два. Свибловских. Вот отсюда видно, например. Троицкая церковь. Можно и так. Можно и сейчас уйти с траектории. То есть до самого конца, где Яуза там пересекает железную дорогу, я уже не пойду. Это мост под названием Подворье. Пересекаем реку Яузу и выходим из Свибловского парка на сельскохозяйственную улицу. Вышел из леса. Новостроечка тут какая-то. Green Pub. Надпись светится. Хотя вроде не темно еще. Новостроечки тут всякие. И там поезд едет. Ласточка, это МЦК. Я на другую сторону перешел. Останкинскую башню видно. Справа ботанический сад. Сейчас уже будет. Как-то где-то. Тоже. Я тут никогда не был в этом месте. Слева метро. И МЦК ботанический сад. Ничего себе, у них фирменный бензин стоит. 53, 59. Да. Я что подумал, я вот на эту с дорогим бензином схожу на заправку. Хот-дог, кофе, сникерс. Водички купил. 400 чем-то. И у нас. Пошел дальше. Сейчас соображу, что, как, куда. А это еще недостроенная северо-восточная хорда. Перейду. Дальше не перейду, буду ждать. Красиво, но лепота. Ну, здесь я не пройду, здесь без вариантов, только на ту сторону переходить. Так, это ж я так не попадаю в ботанический сад. Лепота. Да, но я уклоняюсь от ботанического сада.
Думаю, на сегодня надо сворачиваться. От ботанического сада я уклоняюсь, а к метро Ботанический сад МЦК я приближаюсь. Район у меня вообще мало знакомый. А это, кстати говоря, Яуза. Все в том же направлении. Я шел по течению, вот она тут продолжает течь. Но тут уже нету дорожек. Так, а мне вообще куда? Прям, по-моему, ничего не получится. Надо переходить, надо, наверное, туда идти. Ну, так к метро иду. И вот эти дома, видимо, уже заселяются там. Какая-то активность в окнах. Свет горит. Но здесь заселяются только-только. Лазоревый проезд. Дом 1А. Красивое название улицы. Ну, вот здесь соседствует старый райончик. Но, наверное, мне туда, судя по карте. Вроде пришел. Метрополитен. Может, я на МЦК сейчас поеду. Что-то неохота на метро до Ленинского отсюда. Немножко длиннее, но как-то веселее, мне кажется. Ладно, пойду в метро, ближе. Метро Ботанический сад.